Людмила Ивановна не любила праздники и выходные. В Рождество и новогоднюю ночь она в последние несколько лет была одна. Женщина налила чашку чая и села за пустой стол. С мужем давно развелась, а единственный сын, Вадик, погиб в Афганистане на чужой, никому не нужной войне. Родила Людмила его рано, в 18 лет. Когда Вадик погиб, ему тоже было 18, совсем еще мальчишка. С тех пор прошло 10 лет. Поначалу было очень тяжело, мать никак не могла с этим смириться. По ночам ей снился сын, как будто она открывает дверь, а там Вадик, живой стоит. Долго она еще вздрагивала от телефонных звонков и стуков в дверь. Жить не хотелось, только работа спасала, но воспоминания ее не отпускали. Женщина прошла в комнату, включила телевизор и села в кресло. Новогодние рекламы и поздравления мелькали на экране. Там все были счастливы. Мальчик, похожий на ее маленького Вадика, обнимал маму. По щеке женщины покатилась слеза. Проклятая война отняла у нее все: ребенка, счастье и радость. Не осталось ни желаний, ни надежд. А ведь ей всего 46 лет. Каждый Новый год был похож на предыдущий. Она по-прежнему делала традиционный салат оливье и селедку под шубой. Воздух наполнялся ароматом мандаринов. Так они вместе с сыном всегда встречали Новый год. Сердце сжалось, ей захотелось сейчас быть рядом с ним, неважно где, на этом свете или на том. Людмила Ивановна выключила телевизор, встала и выглянула в окно. Там снова шел снег. Необходимость посетить могилу сына подтолкнула ее одеться, положить в сумку мандарины, пару конфет и пойти на остановку. Она села в автобус и поехала на кладбище. Людмила Ивановна брела по заснеженной аллее кладбища. Под ногами скрипел снег, могила Вадика была недалеко. На могилу женщина положила мандарины и конфеты. Смахнув со скамейки снег, она присела. Женщина смотрела на портрет на памятнике. Тело пришло в закрытом цинковом гробу, так что мертвым своего сына Людмила Ивановна не видела. Вадик был в форме и улыбался, таким его все и помнили. «Вот, сынок, пришла к тебе», — тихо сказала мать. «Ты ведь так любил Новый год. Принесла тебе твои любимые мандарины. Как же мне плохо без тебя, сынок, а ты лежишь тут совсем один. Хоть бы знак подал, что слышишь меня». Она опустила лицо и закрыла его ладонями. По щекам потекли горячие слезы. За спиной послышался странный звук, похожий на вздох. «Тетя, угостите конфеткой», — послышался за спиной тихий детский голос. Она обернулась. Мальчик лет 6 стоял в снегу за оградкой. Рядом с ним сидел подросший белый щенок. Испуганные глаза мальчика смотрели на женщину. Было видно, что он весь продрог. «Иди сюда, малыш», — ласково позвала женщина. «Я бы угостила тебя, но с могилки брать нельзя. А больше конфет у меня с собой нет. А ты откуда здесь взялся?» «Меня собачка привела», — отвечал мальчишка и погладил пса по голове. «Это твоя собака? Она такая красивая?» «Нет, я ее встретил около магазина, и она позвала меня с собой. Вот и я пошел, а она привела меня к вам. Я подумал, что это ваша собака». Вадик когда-то тоже мечтал о собаке, но Людмила Ивановна тогда была против, считала это хлопотным. Но сейчас взяла бы хоть 10 собак, лишь бы сын был жив. Пёсик увидел слезы на ее глазах, заскулил, подошел к женщине и уткнулся носом в ее ладони. Людмила Ивановна погладила его, сердце щемило от жалости. «Тетя, мне кажется, что он бездомный, возьмите его себе, а то на улице так холодно», — попросил мальчик. «А где твой дом?» — спросила женщина. «Вон там». И мальчик показал в сторону маленьких деревянных домов. «Мама с дядей Стёпой пьяная спит. Дома кушать нечего, вот я и пошел к магазину. Может, хоть хлебушка кто-нибудь даст». «Господи, да как же так?» — удивилась Людмила Ивановна. «Пойдешь ко мне в гости? У меня салат есть и конфеты с мандаринами, только маму твою предупредим». Мальчик закивал головой. «А собачку возьмем?» «Ну, конечно. Куда же мы теперь без него? А зовут-то тебя как?» — спросила женщина. «Димка. Вообще-то полное имя Вадим,
но мама зовет меня Димкой». Людмила Ивановна чуть не потеряла сознание. Она не могла в это поверить. В доме было холодно и пахло плесенью, кругом были пустые бутылки и какие-то тряпки. На кровати лежали два тела, до которых минут 15 Людмила Ивановна пыталась тщетно достучаться. «Они теперь до утра не проснутся», — сказал Димка, крепко сжимая теплую ладонь женщины. «А мы им записку напишем», и Людмила Ивановна достала с сумки блокнот и ручку. Написав на листке адрес и домашний телефон, она положила записку на стол. «Ну вот, теперь смело можно отправляться в гости», сообщила она мальчику и его другу, белому пёсику. И щенок поднял на нее умные глаза и вильнул хвостом. Мальчик уплетал салат, пил чай с конфетами и весь вечер смотрел мультфильмы. Сытый пёсик лежал на новом, сшитом для него коврике. Прошла новогодняя ночь, а за мальчиком так никто и не пришел. Обеспокоенная женщина решила съездить к матери мальчика. Отвезти ребенка в холодный дом, чтобы он опять скитался и попрошайничал, она не могла. Подъехав к дому, она столкнулась с участковым. Оказалось, что ночью мать Димки вместе с сожителем угорели в доме, рано закрыли заслонку в печи. Участковый сообщил, что видел записку и как раз собирался навестить женщину, которая забрала мальчика к себе. «Вы кто ему будете?» — поинтересовался полицейский, записывая паспортные данные. «Крестная мама!» — не задумываясь, ответила Людмила Ивановна. «Хорошо. Пусть парнишка пока поживет у вас, потом с вами свяжутся». Как объяснить мальчику, что случилось с его мамой, она не знала. Решила пока ничего не говорить. А пока она придумала историю, что мама срочно уехала и попросила Людмилу Ивановну, чтобы Димка пожил пока у нее. «Я тебе с песиком комнату отдельную приготовила». «А как мы собаку назовем? А то он у нас все пес, да пес», — спросила женщина. «Оливье», — уверенно сказал Димка. Людмила без особого труда оформила опеку над Димкой, а потом и окончательно его усыновила. Сама женщина была на 7-м небе от счастья. Шло время. Мальчишка привязался к ней, к своей новой маме. Видимо, он без всяких слов и объяснений все понял то, что случилось с его матерью. Он не ждал ее. Такие дети очень быстро взрослеют. Прошел год. Людмила Ивановна обернулась к могиле, когда уходила с кладбища. С портрета, улыбаясь, смотрел сын. «Спасибо, Вадик, за рождественский подарок», — произнесла она. «Теперь я точно знаю, что ты меня слышишь». Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.